Итак, я прикрепил к этой доске изображение человеческого мозга. Почему я это сделал? Потому что я изобрел наиболее рациональный вид мышления. В этих фильмах идет речь о техническом изобретательстве, но в принципе мой метод годится для любого вида умственной работы. Здравствуйте, я Валентин. Мы начинаем очередное занятие по решению логических задач. В прошлой части я говорил, что для решения любой задачи, которая имеет какое-то отношение к логике, принято применять только два метода – количественный и качественный. Кстати, я забыл сказать, что такое количественный метод. Количественный метод – это метод, тесно связанный с математическими законами. В прошлой части я обещал вам, что я научу вас их объединять. То есть я это сделаю в той части, которую сейчас вы смотрите. Давайте начнем с того, что какую бы задачу вы ни решали, работа будет гораздо эффективнее, если процесс будет творческим. То есть обдумывание решения задачи должно быть приятным. Но тут есть одно исключение. Есть некоторый тип задач, которые без специального образования решить невозможно. Допустим, какая-то сложная математическая задача. Но само по себе высшее образование – вещь не обязательно приятная. То есть получается, что тут два подхода. Либо самое приятное, либо самое подходящее. Теперь давайте проанализируем вывод, который я сделал в прошлой части. Я сделал вывод, что логика – это сравнение. Рассмотрим самый простой пример. Допустим, кто-то измеряет линейкой длины различных предметов, а потом сравнивает эти длины. Если логика – это сравнение, то в данном виде логики присутствует как количественный, так и качественный метод. Ну, количественный метод – это, в принципе, понять можно сразу. Сразу можно догадаться, что здесь количественный метод. Это сантиметры и миллиметры на линейке. Но дело в том, что почти что никто не станет сравнивать длины предметов просто так. Он это делает с какой-то другой целью. И, скорее всего, путь к этой цели – это качественный метод решения задачи. Другой, не менее интересный пример – оценивание чего-либо в баллах. И совершенно неважно чего. Это может быть как спортивное соревнование, так и вкусовые качества какого-то напитка, так и дизайн автомобиля. То есть главное тут то, что когда мы оцениваем что-то в баллах, мы оцениваем наши эмоции, наше отношение к чему-то. Теперь давайте поговорим
о методе аналогии. Метод аналогии широко применяется в изобретательстве. Что такое метод аналогии? Это очень простая вещь. Это когда моделью для решения задачи может служить какая-то вещь, которая никакого отношения не имеет к самой задаче. Допустим, история из чьей-то личной жизни. Очевидно, что этот метод качественный, а не количественный. В 60-е годы прошлого века была попытка создать новую профессию изобретателя. Курс обучения по тем временам стоил солидную сумму. В Америке за это обучение брали от 150 тысяч до 250 тысяч долларов. Это то же самое, что в наше время несколько миллионов долларов. Сумма солидная. Метод обучения строился именно на методе аналогии. Итак, нам предстоит объединить количественный и качественный метод решения задачи. Но как это сделать? Вернемся к началу этого фильма, где я говорил, что подход к решению задачи можно сформулировать так: либо самое приятное, либо самое подходящее. Теперь попытаемся вспомнить то, что я говорил не так давно. Я говорил об оценке в баллах. Итак, все очень сложно и непонятно, но сейчас все будет понятным, потому что я сформулирую главную мысль во всей этой серии фильмов. Синтез количественного и качественного метода – это когда решение задачи настолько приятно или настолько противно, как этого требует сама задача. Без практического примера тут не обойтись. Представьте себе, что вы решили изобрести какой-то новый двигатель, который работает на совершенно другом принципе. Что вы должны для этого делать? Прежде всего надо оценить в баллах саму цель, которую вы себе поставили, а именно изобрести двигатель. То есть надо оценить свое эмоциональное отношение к этому. Что делать дальше? Дальше надо забыть про эмоции, немножко помедитировать и подумать, какие ассоциации вызывает у вас та цель, которую вы себе поставили. Вам пришли в голову какие-то зрительные образы. Это и есть аналогии. Теперь надо их оценить в баллах. По тому же самому принципу, насколько вам приятно или неприятно об этом думать. Та аналогия, которая по своей оценке совпадает с целью, которую вы себе поставили, и есть ключ к решению задачи. Как эта модель работает в нашем сознании, это выше моего понимания.
Да, наверное, никто не ответит на этот вопрос. Но главное не это. Главное это то, что у меня есть определенный опыт в использовании этого метода. При помощи этого метода я решал сложнейшие научно-технические задачи за несколько секунд или за несколько минут. А доктора наук, причем специалисты в узкой области, тратили на это по несколько месяцев. На следующем занятии мы приступим к практическим действиям. Обучение будет строиться на наглядных примерах. До новых встреч!